Всех приветствую на канале Вяжу с удовольствием. Меня зовут Елена. Сегодня я вам хочу предложить связать вместе со мной вот такие вот необычные домашние тапочки, которые вяжутся сначала на 2 спицах, а в самом конце уже на 4 спицах или на круговых. Вот. Они здесь у меня связаны немного как бы разные чуть-чуть. Вот. Но это так задумывалось. В принципе, здесь можно расположить цвета как угодно, я поэтому так и расположила, чтобы вы видели, что здесь вариации узоров могут быть совершенно разные, даже если использовано всего лишь 2 цвета пряжи. Вот. Так что здесь фантазия у вас может быть абсолютно по-любому разыграться. Можно связать из любых самых мелких остаточков, и они у вас уйдут, и это будет еще интереснее выглядеть. Вот. Поэтому, если вам интересно, то присоединяйтесь. Вяжутся они совершенно просто. Здесь использована только платочная вязка. Если вы умеете вязать только лицевые петли, то вы с легкостью справитесь с этим заданием. Нам понадобятся чулочные спицы. У меня вот такие кривые, не обращайте внимания, это мои самые любимые. Вот, 4 штуки. Или круговые спицы, если вам не нравится вязать на чулочных, крючок. Спица у меня номер 2, крючок у меня номер 3, но крючок понадобится только для выполнения нескольких швов, буквально пары швов, и пряжа у меня в 100 граммах 150-200 метров. Можно использовать пряжу абсолютно любой толщины, вот, какая у вас есть, использовать все остатки. Но если вы хотите такой размер, то желательно придерживаться, конечно, метража 150-200 метров в 100 граммах. Вот. Что еще не сказала? Все подробненько я показала дальше в видео. Если вам интересно, то присоединяйтесь. Приятного творчества. Вот, оставляйте свои комментарии. Это помогает продвигать видео в поиске. Даже самый обычный смайлик для меня очень полезен. И вообще ваши комментарии — это самая большая благодарность для меня. Так что не забывайте их оставлять. Всем приятного просмотра, всем приятного творчества. Делитесь своими работами. Я оставлю ссылочку на мою группу ВКонтакте, в которой можно загружать свои фотографии с вашими работами. И это очень интересно и приятно, когда я получаю от вас обратную связь. Ну и смотрите видео дальше. Вязание начинаем с 33 воздушных петель. Набираем самым обычным способом. Любым, здесь совершенно не важно. Края видно не будет. 1, 2, 3, 4. В общем, и так далее. 33 петли. Теперь убираем одну спицу и первый ряд вяжем обычными лицевыми петлями. Вообще все квадратики эти будут вязаться просто лицевыми петлями, то есть платочной вязкой. Просто лицевыми петельками провязываем весь ряд до конца. Я не думаю, что кому-то нужно показывать, как провязывать лицевые петли. В этом ряду, в следующем, будем вязать первые 15 петель лицевыми петлями, включая кромочные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Дальше 3 петли нам нужно связать вместе. И последние 15 петель мы тоже просто провяжем лицевыми петлями. Вот теперь 3 петли провяжем вместе. Их 2 первые снимаем, последнюю провязываем, через нее протягиваем вторую петельку и третью петельку. Все, мы провязали их вместе. И последние 15 петель мы тоже провязываем лицевыми петлями. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Эти убавления в середине мы будем делать до конца вязания этого ромбика нашего или квадратика и только в лицевых рядах, то есть через ряд. Следующий ряд мы вяжем просто изнаночными петлями, вернее лицевыми петлями до конца ряда, не делая никаких убавок, ничего, просто провязываем. У нас получается, что уменьшился мотив на 2 петельки. Так, довязываем до конца ряда. Так, вот я провязала, у меня получилось 2 такие бороздки. То есть итого 4 ряда получается. Я провязала темным цветом. Сейчас я буду вводить белый цвет. Петельку снимаю первую, ниточку заправляю за работу. Так, ее продергиваю и ввожу белый цвет. В этом ряду, это лицевой ряд, будет убавление 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мы провязываем теперь, поскольку средние 3 мы должны провязать. Вот здесь у нас средняя петля, это здесь убавка, и вот эти 2 петли мы должны убавить. Так, снова снимаем 1, 2, эту последнюю петельку провязываем, через нее протягиваем вторую и третью петельку, и оставшиеся 14 петель мы вяжем до конца лицевыми. Обязательно нужно проверять, сколько петель осталось, особенно в начале, если вы не уверены. Так, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот у меня с каждой стороны от убавки получается по 14 петель. Нужно обязательно проверять, чтобы не был перекошенный квадратик. Так, изнаночный ряд провязываем просто лицевыми петлями до конца ряда. Снова вяжем лицевой ряд уже белым цветом. Снова будет здесь убавочка в середине. Так, первая петля, вторая, третья, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 петелек мы провязываем. Вот у нас снова 3 средние петли. Снимаем первую, вторую, третью мы провязываем, через нее протягиваем вторую и третью. Все, остается 13 петель, мы их просто провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Изнаночный ряд просто провязываем лицевыми петельками до конца ряда. И так вязать до самого конца. Я буду делать комбинацию цветов 4 ряда на 4 ряда. И у меня только в самом конце мотива будет связано не 4 ряда, а несколько больше темным цветом. Но здесь не важно, можно любую комбинацию цветов, можно вообще совершенно разными цветами вязать каждый ряд. Это уж кто как захочет, у кого как фантазия, как говорится, работает, тут так и сделает. А я буду вязать вот так вот по 2 ряда. У меня в конце только вот через, я провяжу вот 1, 2, 3 раза, чтобы у меня получилось вот эти вот белые полосочки по 2 ряда, по 4 ряда, а вот эти вот изнаночные будут по 2. И в конце у меня получается вот такой вот черненький квадратик, побольше здесь рядов. Эти все оставшиеся петли я закрываю черным цветом, чтобы было удобнее. А вы уж как хотите, так и сделайте. В общем, вяжем до тех пор, пока у нас выполняем убавки до тех пор, пока у нас не останется на спицах всего лишь 1 петля. Вот так.
Вот сейчас то же самое, я перехожу на темный цвет, не обрывая нитку, ничего. Первую петельку снимаю, дальше провязываю 12 лицевых, 1, 2, кромочные считаются 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Средние 3 петли к ним подошли, их сокращаем. 2, 3. Остается 12 петель, мы их довязываем до конца. В общем, и так до конца, пока у нас не убавятся все петли, не останется одна всего лишь средняя петля, которую мы вот здесь ведем ее из самой середины. И потом, когда этот мотив будет до конца связан, я подключусь снова. Подхожу к концу убавок. У меня тут осталось 5 петель. Вот я сейчас доведу до конца. Может быть, кому-то непонятно. Вот у меня здесь остается одна петля с краю. И вот эти 3 средние петельки я убавляю тоже. Итого получается, остается у нас 3 петли в этом ряду. Изнаночный ряд я по-прежнему провязываю, хоть у меня здесь и 3 петли. Вот 1, 2, 3. Поворачиваюсь, и теперь в последнем ряду эти все 3 петельки я убавляю. 1, 2. Так, эту провязываем последнюю, 2 и 3. Все, одна петелька осталась в конце. Вот такой получился мотив. Теперь я должна вот по этому краю набрать. Это средняя петля, остается еще 16 петель. Вернее, здесь всего 16. Вот здесь в конце еще добираем еще 17 петель. Вот это первая, потом вторая, третья, четвертая, пятая. Набираем по лицевой стороне. Шестая, седьмая. Вот так вот прям под косички вкалываемся. Восьмая, девятая, десятая. Вот так должно получаться на изнанке. Так, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Вот 16 петелек вернули мы на спицы. Теперь набираем 17 петель. Вот этот хвостик можно тоже убрать вместе, чтобы он не мешал. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Так, проверим. 33 ли петли у нас здесь получилось. Так, 3, 6, 9, 10, 3, 6, 20, 3, 6, 9, 33 петли, да. Поворачиваемся. Следующий ряд провязываем просто лицевыми петлями, как мы делали в самом начале. И далее все то же самое вяжем такой же аналогично квадратик. Все точно так же. В общем, лицевыми петельками провязываем вот этот ряд. Еще покажу начало следующего ряда. Ну, может, кому-то непонятно будет. Поэтому я покажу сейчас. Так, этот хвостик можно потом отстричь. Безбожно, беспощадно. Вот, все, провязываем до конца ряда. Так, вот что получилось. Теперь то же самое. Сейчас мы 15 петель провязываем без убавок. Первая считается кромочная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот 15. Вот эту снимаем, вторую снимаем и третью снимаем. Вернее, не снимаем, уже провязываем. И вторую, третью протягиваем через нее. Так, вот она у нас убавочка получилась. Остается 15 петель, мы их провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все, поворачиваем вязание и точно так же вяжем такой же квадратик. Также убавляем до конца, пока не останется одна петелька на спице. Довязала второй квадратик. Теперь нужно ниточку оторвать. Закрепить ее. И нужно будет набрать теперь петли сначала на спицу. Можно прямо на одну набирать. 17 петель на одну спицу наберем. Потом продолжим набирать по квадратику уже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Теперь переходим к набиранию петель вот здесь, вот по этому краю. Так, под косичку также 1, 2, 3, 4, 5. Здесь нужно постараться, чтобы все ниточки спрятать. 6, 7, 8, 9, 10 и еще 6, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Так, 16. Теперь у нас будет здесь квадрат будет вот с этой стороны. Теперь также точно все вяжем, меняем цвет каждые 4 ряда. Также делаем убавки. Этот ряд сейчас изнаночный, провязываем просто лицевыми петлями и начинаем все, как мы вязали до этого. Все то же самое. В конце этого квадратика я подключусь и покажу, что нужно делать дальше. Провязала я 3 квадратика. 1, 2, 3. Теперь нужно сделать следующее. Переворачиваем, соединяем вот здесь. Вот так соединяем и уже будем набирать петли вот здесь. Так. Отсюда вот с самой первой петельки, вот в этом мотиве. Нашли первую петельку, вот она. И начинаем набирать.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Семнадцатую нам петлю нужно извлечь из соединения двух мотивов. Вот накладываем один мотив на другой, где-нибудь в уголке, и петельку протаскиваем через оба мотива, чтобы их соединить. И продолжаем набирать. Дальше еще 16 петель набираем. 1, 2, 3, 4. В общем, набираем 16 петель. Дальше, чтобы получилось в общей сложности 16, 1 и еще 16, то есть 33 петли. Так, вот набрали. И здесь также точно вяжем такой же ромбик. Сейчас снова я сделаю лицевые петли по изнаночной стороне. Нужно обратить внимание, чтобы у нас все было правильно, чтобы все петельки мы набирали по лицевой, а вот этот вот шовчик оставался на изнаночной стороне. И проверяем количество петелек. Должно быть 33 петли. 3 средние у нас сокращаются через ряд. В каждом 4-м ряду мы меняем цвет ниточки. Хвостики ненужные можно ввязывать одновременно в полотно, чтобы потом было меньше возни с изнанкой. Так, вот я провязала. И начинаю снова убавки, но уже на лицевом, уже как в лицевых рядах, как мы до этого вязали. Первые 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3 средние петли. 1, 2, 3. Третью провязываем и через нее протягиваем 2 петли. И остаточные 15 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мы провязываем. Дальше лицевой ряд без убавок, изнаночный ряд без убавок. Дальше на следующий ряд поменяем ниточку и также точно продолжим убавочки. Вяжем до тех пор убавки, пока не останется одна петля на спице. Вот такая конструкция должна получиться. Вот. Теперь нужно также точно набрать вот здесь петельки 16, одну и еще 16. Выполнить еще квадрат вот здесь, выполнить. И с другой стороны аналогично, также точно. И приступим к вязанию уже пяточки.
Как здесь набирать, я не буду уже показывать, я только что это показывала. В общем, набираем 33 петли здесь, вяжем квадрат, переворачиваем на другую сторону, здесь набираем 33 петли, вяжем квадрат. И я потом подключусь, будем начинать вязать пяточку. А здесь будет выполнен шов на изнаночной стороне. Здесь у меня, поскольку вязание идет через 2 ряда, здесь у меня получился такой как бы стык из 4 вот этих вот рубчиков изнаночных. Ну, как бы это ничего страшного. Можно как-то по-другому распределять узор, не обязательно смотреть и вязать так, как я. У вас получится обязательно по-другому и обязательно лучше. Поэтому фантазируйте, придумывайте как-то по-другому расположение полос, расположение цветов. Я показываю всего лишь пример. В общем, выполняйте эти 2 квадратика и встретимся на пятке. Так, вот что получается после того, как мы связали эти 2 квадратика. И сейчас я вам покажу, что должно получиться. Вот. Здесь мы сделаем шов, это будет носок, это будет отверстие для ноги. А вот здесь сейчас, вот сзади, нужно набрать снова 33 петли по краю и снова выполнить убавки в каждом лицевом ряду, соблюдая также полосочки наши, которые мы начали. Вот. И вяжем с убавками до тех пор, пока не останется 7 петель на спице. Но это ладно. Но здесь, в принципе, на этом этапе еще нужно померить на свою ножку. Вот, и если мало по размеру, то можно будет еще раз здесь связать квадратик и здесь связать квадратик, еще раз примерить и потом уже начинать вязать пятку. Вот, потому что ножки все-таки у всех разные, поэтому необходимо примерить. Так, и вот сейчас прямо не отрывая ниточки, я наберу также 33 петли по краю, 1, 2, 3, в общем, и буду выполнять убавление. Вот я набрала 16, серединки 1, еще 16, и буду выполнять убавление, так же как до этого мы делали. Но сначала, естественно, в изнаночном ряду провязываем лицевой ряд, просто как обычно, и убираем хвостики одновременно, которые мешают. Если у вас вот здесь получаются очень большие дырочки, то можно провязывать скрещенной петлей. Так, лицевой ряд, в общем, провязываем до конца. Побыстрее сейчас буду вязать, чтобы долго не затягивать. Так, в лицевом ряду также точно выполняем убавочки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3 средние петельки. Нужно стараться так, чтобы 3 средние петельки были в середине вот здесь мотива. Делаем убавление. Из 3 петель вяжем 1 и довязываем последние 15 петель. Так, изнаночный ряд лицевыми петлями. Я здесь белую ниточку не отрывала, поэтому я сейчас продолжу вязание. Меняю цвет, просто ее вот так протягиваю здесь по краю. Первую петельку снимаю и дальше 14 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14. Средние 3 петельки снова сокращаем. Из одной делаем, из 3, вернее, делаем одну. Так, 2, 3. И последние 14 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Следующий изнаночный ряд вяжем лицевыми петельками. В общем, делаем так до тех пор, пока у нас на этой спице не останется всего лишь 7 петель. То есть 3 с краю, 1 с серединки и 3 с краю. Делаем убавочки. Дальше я покажу, что нужно сделать. Так, вот у меня осталось 7 петелек на спице. 3, середина и еще 3. Теперь будем прибавлять петельки, возвращать на место какое-то количество петель. Вот. У меня в моем случае я вернула еще с каждой стороны от центральной петли по 10 петелек. Так, первую снимаем. Ой, нет, все-таки еще здесь пока нужно связать темным цветом. Так, первую снимаем, вторую провязываем, третью провязываем. И из центральной петли мы сделаем, теперь из одной сделаем 3. Так, лицевая, накид и сюда же лицевая. Так, дальше заканчиваем 3 лицевые. Это мы делаем в лицевом ряду. Так, в изнаночном ряду просто провязываем все петельки лицевыми. То есть мы делаем все так же почти что аналогично, только в лицевых рядах у нас идут не убавки, а прибавки. Вот эту большую широкую петельку можно провязывать скрещенной петлей. 7 плюс 3 у нас теперь получается 10 петелек. Так, 3, 6, нет, 9 петелек. 3, 6, 9. Потому что мы прибавили-то плюс еще плюс 2. Из одной мы прибавили 2 петельки, еще вывязали дополнительно. Одна у нас была. Так, 1. Теперь лицевой ряд идет. Так, здесь нужно поменять ниточку на белую. Так, снимаем. Вторую, третью, четвертую. Срединная петелька опять осталась, и опять мы делаем из одной петельки 3. Так, лицевая, накид, и в эту же петельку, ее скрещенной петелькой провяжем, лицевую сделаем. 4 петельки довяжем до конца. 3, 4. Поворачиваемся, вяжем лицевыми петельками изнаночный ряд. 1, 2, 3, 4, 5. Вот эту срединную петельку провязываем скрещенной. 6, 7, 8, 9, 10, 11 петелек у нас теперь на спице. Дальше снова лицевой ряд, снова прибавочки. 1, 2, 3, 4, 5. Серединная петелька снова. Из нее ввязываем лицевую, накид, ее провязываем скрещенной, из нее ввязываем лицевую. И 5 последних петелек до конца ряда лицевыми. Так, поворачиваемся. В изнаночном ряду лицевые петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Серединную провязываем скрещенной. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь 13 петелек у нас на спице. Теперь меняем цвет на темный. И все то же самое до тех пор, пока у нас не станет на каждой стороне по 13 петель и в серединке еще одна петля. То есть от каждой стороны, в каждую сторону от серединной петли по 13 петель. Одну снимаем, она тоже считается. 2, 3, 4, 5,
6 серединки петля, вот здесь делаем снова прибавку из 1,3. Так, лицевая, накид, из скрещенной петли еще одна лицевая, из этой же петли ее скрещенной привязываем. Так, и до конца 6 петель. В общем, и так дальше до, как я уже сказала, до количества 27 петель должно остаться у нас на спице итого. Все, вяжем, потом я подключусь. Вот у меня здесь все уже, 13 петелек по каждой стороне от средней петельки. Единственное, что у меня здесь немножко получается разность в узоре. Я на этом тапочке после того, как до 7 петелек дошла, здесь начала сразу вязать белым уже. А здесь я продолжила серым, и поэтому у меня закончилось на половинке, в общем, на 2 рядах белого. А нужно, чтобы было 4. Но это не важно. Пусть будет у меня так. Вы мою ошибку исправите, и у вас, конечно же, будет все по-другому. Вот, в принципе, мы тапочек здесь и закончили. Можно нам больше здесь уже ничего не мудрить. Я здесь продолжаю вязать темной ниточкой. Вот здесь же я буду провязывать сразу еще и первую петельку темной, чтобы потом не было там разницы. Вот этот рядок я провязываю темной ниточкой. Ну, какая там у вас будет, я не знаю, у меня темная. У меня здесь, видите, получается одна дорожка здесь. Ну ладно, не суть. От этого принцип вязания абсолютно не меняется. У меня здесь пока я вязала второй следок, я забыла, как вяжется первый, в общем, не посмотрела, и у меня получается небольшая разница в узорах, но в этом ничего нет страшного. Будем считать, что у меня все так и задумано. Вот, это место мы здесь сошьем, начинаем соединять вот со следующим мотивом уже. Набираем просто в каждую косичку петлю и вяжем дальше. Так, продолжаю вязать. Вот это на этой спице я все. Я здесь буду набирать на 3 спицы. 4 буду провязывать. Можно здесь, в принципе, и на круговые спицы набрать. Здесь можно, в принципе, даже и крючком это все сделать. Если пяточку закрыть сразу и крючком там продолжить вязание, обвязку. В общем, также из этих тапочек можно сделать, конечно же, носки. Если поголенок связать дальше, например, в общем, например, на ту высоту, на которую вы хотите продолжить дальше вязание поголенка, можно такой же платочной вязкой, можно резиночкой, в общем, как угодно. Можно крючком, резинкой сделать поголенок. Но мне кажется, будет гармоничнее, конечно, смотреться, если все будет связано спицами. Я буду делать тапочки, поскольку такие толстые носки я не ношу. Тапочки для дома вполне мне пригодятся. Так, в каждую петельку набираем. Да, еще, кстати, неплохо было бы примерить, конечно, когда вы закончите пятку. Вот 13, да, у вас там 27, вернее, петель получилось, да, на спице по 13 от центральной петли. И померить на себя. Может быть, вам этого будет мало. Может быть, нужно будет еще прибавить какое-то расстояние. Вернее, какое-то количество петель, чтобы увеличить ширину пяточки. Вот, поэтому там уже смотрите сами. Поэтому все нужно, конечно, индивидуально на себе мерить. Вот здесь у нас остается. Так, каждую продолжаем набирать. Я вот на 3-ю спицу уже набираю, но там я потом распределю, чтобы ровно было. А сейчас пока так. И все нитки, которые здесь некрасиво торчат, их нужно тоже убрать на изнанку.
чтобы они остались внутри, они вытаскивались наружу никуда. Так. И, конечно же, посчитать количество петель вот на обвязке на обеих тапочках должно совпадать. Так, все. Дальше я соединяю здесь и продолжаю вязать. Следующий, кстати, ряд нужно вязать уже изнаночными петлями, поскольку платочная вязка по кругу, если мы будем вязать все лицевыми петлями, будет выглядеть как лицевая гладь, причем она будет скручиваться. Поэтому второй ряд нужно провязать изнаночным и чередовать так лицевой, изнаночный, чтобы была у нас обычная платочная вязка, а не получалась лицевая гладь скрученная. Вот уже тапочек он вырисовывается. Вот здесь две эти щели мы сошьем. Вот здесь вот мы тоже сошьем. У нас получится вот такой тапочек. В общем, дальше продолжаем вязание вверх на ту, конечно же, длину, на которую вы хотите. Я вот свяжу 12 получается рядов платочной вязки и закрою просто самым обычным способом. А вы можете уже как угодно делать. И зашивание вот этих вот отверстий я тоже показывать не буду. Это можно сделать либо иголочкой с ниточкой, либо крючком. Вот. Это уж как угодно. Не буду я больше тратить время на это. На изнаночной стороне, естественно, мы все это сделаем. И еще нужно будет убрать ниточки. И все. Вот. И получится у нас вот такая вот тапочка. Здесь у меня вот обвязка. Получается... Нет, у меня здесь не 12, у меня здесь 10 рядов. Но это не суть важно. Это сколько угодно можно здесь провязать. Все, вот она такая тапочка получается. Рисунок у меня немного не совпадает, как я уже сказала. Ну, будем считать, что так задумано. У вас, конечно же, все будет совершенно по-другому и, конечно же, намного лучше. Ну все, всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если это так, то обязательно подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всем пока-пока. Увидимся. До новых встреч на моем канале. С вами была Елена и канал Вяжу с удовольствием.